Режим дает задний ход. Друзья Путина испугались ударов и надеются договориться. Москва решила подразнить Вашингтон. Секретные поставки привлекли внимание США. Какую помощь Кремль оказал заклятому врагу Америки? Исторический удар по хваленой российской цели. Украинские защитники вписали новую страничку в учебнике по военному делу. Покушение на Зеленского. Озвучен приговор по громкому делу. Соучастник осужден. Бунт в колонии. Заключенные стреляют по надзирателям. Что происходит? Китай и Россия – братья навек. Или все-таки конкуренты? Страны вступили в гонку на атомном рынке. Новый поворот в громком коррупционном скандале. Бывший зам Ермака готов сотрудничать со следствием. Об этих и других событиях к утру среды 4 февраля. Главные новости без пауз и лишних слов. В эфире «Нехта». Украина, Россия, Беларусь и мир. Кровавый режим дает заднюю. Иран готов приостановить или даже закрыть свою ядерную программу, чтобы предотвратить эскалацию с США. В Тегеране говорят о возможности личной встречи иранской и американской делегаций, что случается крайне редко. Об этом пишет The New York Times. Источники издания из Ирана и стран региона очень надеются на деэскалацию. Один из вариантов – вывоз обогащенного урана в Россию. По данным издания, именно об этом говорил недавно секретарь Совета национальной безопасности Али Лариджани с Путиным. Еще один вариант озвучил советник Хаминеи по политическим вопросам Али Шамхани. Нет причин вывозить хранящиеся материалы из Ирана. Если США обеспокоены, 60% обогащение может быть сокращено до 20%, но они должны предложить что-то взамен. Трамп накануне подтвердил, что переговоры ведутся, но применение военного сценария абсолютно не исключило. Морская армада США продолжает подтягиваться к Персидскому заливу. Делитесь прогнозами, разрулят с помощью дипломатии или Вашингтон все-таки применит большие красивые корабли? Украина изменит свою позицию на переговорах с Россией. Об этом написал Владимир Зеленский. Президент обосновал это новым ударом агрессора и срывом энергетического перемирия. Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться наиболее холодных дней года, когда на значительной части Украины температуры минус 20 по Цельсию и ниже. В результате атак серьезно пострадали объекты в Харьковской, Киевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях. В Харькове и Киеве были повреждены ТЭЦ, подстанции и электросети, оставив сотни тысяч людей без тепла. Зеленский отметил, что эти удары показывают, Москва не воспринимает дипломатию всерьез и продолжает рассчитывать на войну и уничтожение Украины. Поэтому, добавил президент, работа украинской переговорной команды будет скорректирована. Москва дергает заокеанского тигра за усы. Российский тяжелый военный транспортный самолет сделал очередной рейс под носом у США. Ил-76 наделал переполох в американских СМИ после того, как приземлился на Кубе, вблизи Гаваны, на аэродроме стратегической базы Сан-Антонио-де-Лос-Баньос. Что было на борту, неизвестно, но обычно такие самолеты используют для переброски военной техники. На следующий день после этого Сергей Лавров заявил о готовности Москвы продолжать поддержку Кубы, находящейся под давлением США. Совпадение? Этот самолет не только находится под американскими санкциями, но ранее совершал очень похожий рейс, только не на Кубу, а в Венесуэлу, как раз перед операцией США по поимке Мадуро. Во время событий в Каракасе сами российские государственные СМИ подтверждали, что этот Ил доставлял режиму Мадуро зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С-1» и «Бук-М2Э». Нынешний полет российского транспортника совершен после того, как Трамп начал операцию по удушению коммунистического режима на Кубе.
Пока Кремль пытается помочь оружием очередным своим союзникам, ВСУ продолжают демилитаризацию российской армии. Новый удар украинских защитников является историческим. Бойцы батальона БПЛА «Булава» 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев впервые уничтожили уникальную систему ТОС-1А, более известную как «Солнцепек», на территории самой России. Им очень любят хвастаться российские пропагандисты. Это мощное оружие, использующее термобарические снаряды, создано для уничтожения живой силы в укрепрайонах, и его стоимость составляет $10 миллионов. Удар ВСУ показал, теперь оккупанты не могут скрыться даже на своей территории. Дронов ВСУ бояться нужно везде. Делом Эпштейна займутся в Польше. Об этом заговорил премьер-министр страны Дональд Туск. Coraz więcej i komentatorów, i ekspertów. Все больше комментаторов и экспертов считают весьма вероятным, что это была преднамеренная операция российского КГБ. Это так называемая медовая ловушка, сладкая приманка, расставленная для элит западного мира, прежде всего Соединенных Штатов. Дональд Туск анонсировал создание аналитической группы, а в будущем не исключил и начало следствия. Также премьер заявил, что будет призывать к совместным действиям других международных партнеров. Nie muszę Państwu mówić o tym. Мне не нужно объяснять вам, насколько серьезно для безопасности польского государства все более вероятная возможность того, что российские спецслужбы участвовали в организации этой операции. Это может означать только то, что они также обладают компрометирующими материалами против многих действующих сегодня лидеров. Словами борьба с московской агентурой не ограничилась. В Варшаве служба военной контрразведки страны задержала сотрудника Министерства обороны страны, подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой. А в Люблинском воеводстве поставили точку в другой шпионской истории. Там озвучили приговор мужчине, помогавшему России готовить покушение на Зеленского. Павел К. признан виновным в шпионаже и незаконном хранении оружия и боеприпасов и проведет за решеткой несколько лет. Чрезвычайная ситуация в Центральной Азии. В Таджикистане снова стреляют. В этот раз прямо в колонии. Убит надзиратель. ЧП произошло, когда осужденных вывели на плац, сообщает таджикская служба «Радио Свобода». По данным источников, один из заключенных колонии в Худжанде выхватил пистолет у сотрудника и застрелил его. Ответным огнем нападавший был убит на месте. После инцидента силовики города были приведены в состояние повышенной готовности. Ситуацию, по словам источников, быстро взяли под контроль. Побегов не было. Официальные власти пока ситуацию не комментируют, мотивы нападения неизвестны. В последние годы в колониях Худжанда и Вахдада уже вспыхивали крупные бунты в 2018, 2019 и 2025 годах. Тогда, по официальным данным, погибли более 50 человек. Власти традиционно твердят об исламском экстремизме, правозащитники о жестокости, переполненности тюрем и вымогательствах. Новый инцидент снова ставит вопрос, что на самом деле происходит за тюремными стенами Таджикистана. Новый поворот в самом громком коррупционном скандале Украины. Экс-заместитель Ермака сообщил, что готов сотрудничать со следствием. Ростислав Шурма, экс-заместитель главы Офиса президента Украины, отреагировал на обвинения в хищениях госсредств, заявил, что готов сотрудничать с НАБУ, но есть нюанс. Шурма согласен делать это через видеоконференцию из Германии, где он теперь живет. Речь идет о расследовании, связанном с так называемым «зеленым тарифом» на оккупированных территориях, где, по версии следствия, предприятия, подконтрольные Шурме, продолжали получать деньги за электроэнергию, которую на самом деле не производили. Ущерб от действий подозреваемых оценивается более чем в 140 миллионов гривен. Шурма заявил, что не признает свою вину и считает дело политически мотивированным. Он подчеркнул, что официально проживает в Германии и предоставил все контактные данные правоохранительным органам, предлагая участвовать в процессе через дипломатические каналы или видеоконференции. В Казахстане определились с местом для второй АЭС. Премьер-министр Алжас Бектенов подписал постановление о строительстве второй атомной электростанции в Жамбылском районе Алматинской области. Первая АЭС появится в поселке Улькин. Ее только начинает строить Росатом за 14-15 миллиардов долларов. Контракт на вторую и третью станции власти отдали китайскому подрядчику. Парадокс в том, что строители из КНР обещают построить две АЭС дешевле, чем россияне
Яне одну, а по некоторым оценкам китайцы вполне могут построить свою станцию раньше северных коллег, и таким образом вторая АЭС вполне может стать первой. На кого ставите? Делитесь в комментариях. Многие российские звезды поддержали агрессию против Украины, но обычно эти путинисты дальше слов не идут. Но есть и редкие персонажи, которые пытаются лично поучаствовать в войне. Итог предсказуем. Так уж вышло, что мой жизненный путь, он свернул не туда. Актер Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Универ», «Саша Таня», «Триггер», ликвидирован украинскими военными в Донецкой области. Ткаченко добровольно вступил в ряды российской армии с самого начала полномасштабного вторжения и почти 4 года воевал против Украины. Конечно, догадывался, что там не все чисто. Согласился. Деньги хорошие. Актер погиб в возрасте 36 лет. По данным УНИАН, он был ликвидирован еще в декабре, но тело его до сих пор не найдено. В Париже прокуроры провели обыски в офисах соцсети X Илона Маска. Расследование идет с января прошлого года и касается возможных злоупотреблений платформы от алгоритмов до контента. Процессуальные действия проводили подразделения по борьбе с киберпреступностью совместно с Европолом. Прокуратура сообщила об этом в своем аккаунте на X, заявив, что после этого покидает платформу, поэтому прочесть этот пост уже невозможно. Параллельно Илон Маск и экс-глава компании Линда Якарина вызваны на добровольные слушания, которые пройдут в апреле, сообщает Bloomberg. Французская прокуратура подчеркивает цель заставить X соблюдать национальное законодательство. Ранее власти указывали на предвзятые алгоритмы, возможное внешнее вмешательство в политику и скандалы вокруг чат-бота Grok, от отрицания Холокоста до сексуальных дипфейков. В декабре Еврокомиссия уже оштрафовала X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. После этого Маск публично заговорил о необходимости распустить Евросоюз. Теперь дело дошло до обысков и вызова на допрос. Какой удар нанес Трамп по Кремлю? Чего впервые по-настоящему боятся соратники Аятоллы? На чем российские чиновники призвали экономить сограждан из-за дыры в бюджете? И кто распорядился отправить Шойгу в Сибирь? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. И до встречи уже вечером.